Здравствуйте, друзья! Намасте! Это Олег на канале India Magic TV. Сегодня второе видео из серии «Дорога в Индию. История». Первый фильм вы сможете посмотреть по ссылке в описании. В прошлом фильме я вам рассказал о своем учителе йоги, которого зовут Ачарья Мокшананда и который живет сейчас в Сантьяго, в Чили. Также вы узнали о том, как я начал заниматься йогой в 1992 году. Итак, 93-й год пролетел, он был очень интересный и насыщенный. Я много общался со своим учителем и как мог изучал йогу. В то время начался процесс приватизации предприятий, так называемая ваучерная приватизация. Молодые люди наверняка этого сейчас не помнят, они могут почитать в Википедии, как это происходило. Ваучеры раздавались, можно сказать, населению. При их получении нужно было просто заплатить 25 рублей за один ваучер. Эти ваучеры, или по-русски говоря чеки, можно было обменять на акции одного из предприятий. В то время я, как и большинство остальных людей, приобрел несколько ваучеров и обменял их на акции предприятия, на котором работал. Не буду говорить, что это за предприятие, оно довольно известное. Мой учитель тогда регулярно ездил в Индию каждый год, а иногда и 2 раза в год. Во-первых, ему нужно было периодически выезжать из России, потому что заканчивалась российская виза. К тому же ему было необходимо пополнять запас индийских товаров, которые были основой его небольшого, так сказать, челночного бизнеса. Как я уже рассказывал в предыдущем видео, эти учителя должны были обеспечивать себя сами, они никогда не брали деньги с учеников. У меня появилась идея фикс поехать со своим учителем в Индию в начале 95-го года, в январе. Недолго думая, я пошел в банк и продал свой вот этот небольшой пакет акций того предприятия. И у меня на руках, друзья, оказалась, смешно сейчас вспоминать, гигантская по тому времени сумма $900. Возможно, если бы я тогда не продал свои акции за $900, то мне, может быть, сейчас уже не нужно было работать вообще. Но тогда мы этому всему не верили, и казалось, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я сделал индийскую визу, причем в то время, в 94 году, давали визу на полгода, многоразовую, даже без вопросов каких-то. Причем все это было очень быстро. Утром вы приносите документы в консульство, сдаете, а вечером вам уже выдают визу. В то время самый дешевый путь в Индию лежал через Узбекистан, узбекскими авиалиниями. И мы с моим учителем решили сначала поехать в Узбекистан, в Ташкент, откуда мы собирались уже лететь в Дели, купив билеты в Узбекистане. Если вы смотрели первый фильм этой серии, вы наверняка помните, что я помогал своему учителю с переводом с английского на русский, когда он давал лекции по йоге, по асанам, уроки медитации в разных городах. Мы много ездили по Приморскому краю, он всегда брал меня с собой. Например, вот на этой фотографии мы на железнодорожном вокзале в городе Арсеньеве. Это тоже город Арсеньев. Я фотографировал это все на пленочный фотоаппарат. Потом проявлял пленки и печатал фотографии. Это отсканированные бумажные фотографии. Первый цифровой фотоаппарат у меня появился только через 10 лет. А это я с моим учителем в городе Дальнегорске. Такой классный город, мне он понравился, там очень красивая природа. Это тоже Дальнегорск, мой учитель медитирует на озере. Он очень серьезно относился к своей практике, никогда не пропускал время медитации. Это тоже в Дальнегорске, только он уже медитирует на реке. Не помню, как называется эта река, которая течет через город. И вот настало время наконец-то покинуть Владивосток и отправиться в путешествие. Сначала мы поехали на поезде в город Хабаровск. Это фото как раз из той поездки, из поезда. Помню, с нами в Хабаровск поехал мой друг-гитарист Саня, который виртуозно играл на гитаре в моем предыдущем видео. Он здесь на фотографии еще совсем молодой. От Владивостока до Хабаровска поезд идет 1 ночь. Я уже не помню сейчас, почему мы поехали в Хабаровск, а не полетели сразу из Владивостока. Это мы в Хабаровске в гостях у друзей. У моего учителя было много друзей в разных городах, и нам всегда было где остановиться. Из Хабаровска мы вылетели самолетом в Ташкент. Это мы уже в городе Ташкенте, столице Узбекистана. Остановились мы опять же у друзей моего учителя. Это было похоже на фантастику. Мы никогда не платили за гостиницы, жили всегда у его друзей.
Мой учитель не собирался ехать в Индию сразу, у него были планы в Ташкенте. Нужно было открыть центр йоги, снять квартиру и открыть центр. Месяц мы прожили в Ташкенте, я помогал своему учителю с переводом. И я забыл сказать, что билеты сюда, до Ташкента, купил мне мой учитель. Я с ним ехал как переводчик, и поэтому он оплатил мне дорогу до Ташкента. И на самом деле та сумма, которой я располагал, $900, даже в то дешевое время, когда в Индии было все намного, в разы дешевле, чем сейчас, это было, можно сказать, в обрез для длительной поездки. Да, друзья, Индия. Но получилось так, что в тот раз мне было не суждено доехать до Индии. Конечно, я бы попал в Индию, если бы мы туда поехали сразу по приезду в Ташкент. Но мы прожили в Ташкенте месяц, и Индия по каким-то кармическим причинам тогда меня не пустила. Наверное, я был не готов. В конце этого месяца я очень сильно заболел каким-то жутким восточным ташкентским гриппом. Я слег с температурой выше 40 градусов, о поездке в Индию не могло быть и речи. Тогда в Ташкенте с деловой поездкой был мой одноклассник, про которого я вам рассказывал в прошлом видео, тот человек, который познакомил меня с моим учителем йоги. Мой учитель уехал без меня, а я остался в Ташкенте. Конечно, он звал меня с собой, говорил: ничего страшного, ты поправишься. Но мне было настолько тяжко, что я никуда не поехал. Я сказал: нет, я, наверное, вот останусь и потом уеду обратно во Владивосток, когда мне станет немного легче. Это была моя первая поездка далеко от дома, от Владивостока. И за месяц я очень сильно соскучился по этому своему Владивостоку, по своей девушке, которую я оставил во Владивостоке. Конечно, не столько по городу, как по девушке, честно говоря. И на этот раз, друзья, в Индию я не поехал, не попал. Как мне потом сказал учитель, ты, говорит, был не готов в тот момент. Когда мне стало немного легче, мы с моим другом-одноклассником купили билеты на поезд, а покупка билетов на поезд в Ташкенте — это была отдельная такая история, это была настоящая жесть. Мы ездили на вокзал в железнодорожную кассу несколько дней и не могли купить билет. Выстаивали очередь и купить билет так и не смогли. И последний раз, когда мы приехали на этот вокзал, мы пошли на хитрость. Мы подслушали, как звали кассиршу. До сих пор помню, что ее звали Зухра. Потом мы вернулись домой, а на следующий день снова приехали на этот вокзал, в эту кассу. В кассе была другая кассирша, а у Зухры, видимо, был выходной. Они работали через день. Мы не стали стоять в очереди, а зашли в кассу с черного хода, прямо туда, в помещении, где сидела кассирша. Мы сказали: здравствуйте, ассалам алейкум, мы от Зухры. Кассирша на нас так посмотрела, говорит: от Зухры, ну тогда замечательно, и продала нам билеты. Вот так мы купили билеты на поезд. Да, Восток действительно дело тонкое. Билеты на поезд, если вы едете в плацкарте, тогда были очень дешевые, наверное, раз в 6 дешевле, чем если лететь на самолете. И мы взяли билеты до Новосибирска, до Владивостока нельзя было купить билеты в Ташкенте. И через 2 дня мы с моим другом уехали из Ташкента в Новосибирск. В то время я все еще болел, вот этот грипп он не проходил, и мой друг Женя, он тоже заболел тем же самым, таким же каким-то вот восточным гриппом. Как-то мы доехали до Новосибирска, там нас встретили друзья моего друга, они сняли нам гостиницу в Академгородке Новосибирска, мы там отлежались пару дней. Был февраль, в Новосибирске было очень холодно, наверное, градусов 30 мороза, а в Ташкенте, когда мы уезжали, было, наверное, +3 или +4. В Новосибирске приятели моего друга купили нам билеты до Владивостока, тоже на поезд, и мы вскоре уехали домой. Честно сказать, тогда я был очень счастлив вернуться во Владивосток. Меня встретила моя подруга, меня встретил мой белый кот. И еще около месяца я лечил свой вот этот ташкентский грипп. Наверное, это был самый сильный грипп, которым я когда-либо болел в жизни. Даже лихорадка денге, которую я подцепил пару лет назад в Ауравиле, не настолько сильно выбила меня из колеи. Итак, друзья, все эти приключения случились со мной в 1994 году, а Индия меня приняла только через 8 лет в 2002. Это лето 2001 года.
Очередной летний ретрит по йоге недалеко от города Арсеньево. Мой учитель совсем недавно окончательно покинул Россию и теперь жил и работал в другом месте. Так получилось, что на этом йога-семинаре ко мне пришло решение обязательно поехать в Индию. Я сделал новый загранпаспорт, сделал в консульстве индийскую визу и зимой в конце 2001 года пошел на железнодорожный вокзал города Владивостока и купил билет на поезд в Москву. В Москве тогда жил мой старый друг. Он не так давно переехал из Владивостока в Москву и жил там, работал преподавателем музыки. Я остановился у него на несколько дней, кажется, я прожил там около недели. Мне нужно было время, чтобы купить билет в Индию. Тогда, в нулевые, самым дешевым и удобным вариантом перелета были туркменские авиалинии. Удобно было то, что обратную дату билета туркменских авиалиний можно было совершенно бесплатно поменять в их офисе в городе Дели, столице Индии. Я ехал один, не знаю, куда я еду, никакого представления о том, что такое Индия и каково там, у меня не было. Я просто купил билет на самолет и полетел. Это всегда самый лучший вариант. Если вы начинаете думать, бояться, вы теряете вот эту энергию импульса. Что бы ни случилось со мной в путешествии, для меня это было бы все равно лучше, чем сидеть на одном месте. Полет из Москвы в Дели проходил в 2 этапа. У меня была пересадка в Ашхабаде, столице Туркменистана. Вот это маленький транзитный зал ожидания аэропорта Ашхабада. Можно было перейти даже в соседний зал и вот так по-индийски сидеть на полу. Полеты туркменами в то время были очень популярны среди бэкпакеров, людей, предпочитающих самостоятельные независимые путешествия. И этот маленький транзитный зал туркменского аэропорта стал настоящим местом встреч и знакомств. В основном через этот аэропорт люди летели в Индию и в Бангкок, в Таиланд. Обычно людей, летящих в Индию, можно было легко определить по одежде, по неким вибрациям специфическим. И часто попутчики знакомились друг с другом уже в аэропорту Ашхабада. Я просидел несколько часов в аэропорту, а потом нам объявили, что полет переносится на завтра в связи с плохой погодой в Дели. Пассажиров, в том числе и меня, погрузили в автобус и повезли в гостиницу в центр Ашхабада. Это был очень красивый в восточном стиле гостиничный комплекс, но гостиницы были почти пустые. Наверное, потому что комнаты здесь были довольно дорогие. Мы, конечно, не платили за комнаты, авиакомпания предоставила нам гостиницу бесплатно. Наверняка на то время это была одна из лучших гостиниц, может быть даже люкс. Судить мне об этом трудно, потому что в других гостиницах в Ашхабаде я не жил, и вообще это был мой первый и последний выезд в город в Туркменистане. Видите, тогда в Ашхабаде выпал снег. На следующее утро нас привезли в аэропорт, и мы благополучно улетели в Дели. Вышло так, что в самолете по соседству со мной сидела женщина. Мы разговорились, она меня спросила, а куда конкретно я лечу в Индии. Я ответил, что никакого понятия не имею, куда вообще я лечу, и просто еду в Индию. И что в Индии я еще ни разу не был, и вообще это мой первый выезд за границу, за пределы России. Она немного так посмеялась и говорит, лучше, чтобы вот этот первый раз кто-то тебе немножко хотя бы показал, что к чему там в Индии, потому что не так там все прекрасно и замечательно, как ты, может быть, себе представлял. А эта женщина к тому времени была в Индии, наверное, уже раз 7 или 8. Давно уже там освоилась и была опытной индийской путешественницей. Так как у меня не было вообще никаких идей, куда ехать в Индию после прилета, я решил какое-то время следовать за этой моей новой попутчицей. И на самом деле мне очень крупно повезло. Большое вам спасибо, Людмила, если смотрите это видео. Вы стали моим первым учителем по Индии. Благодаря вам за первую неделю поездки я смог понять, что к чему, как лучше себя вести в Индии, как нужно торговаться, сколько что стоит на самом деле, как сделать так, чтобы тебя не развели на деньги, где лучше остановиться в Дели, где поесть в Дели и множество других тонкостей, которые приобретаются только с опытом. В знаменитый хиповский бэкпакерский район Пахарган-Шмейн-Базар в Дели мы приехали уже затемно. Как раз в тот момент во всем этом районе отключили электричество.
Было темно, какие-то странные личности сидели прямо на улице на корточках вокруг костров. Они были замотаны в какие-то тряпки, в какие-то одеяла. На головах у них тоже были какие-то тряпки. На улице валялись груды мусора. Везде был дым, что-то жарили, что-то ели, что-то пили. То и дело дорогу преграждали праздно шатающиеся коровы. Мимо с ужасными скрежещущими сигналами проезжали мотоциклисты и моторикши. Конечно, друзья, сейчас в наше время Пахаргандж уже не тот, как он был раньше, 16 лет назад, когда я приехал туда в первый раз. Тогда у меня случился настоящий культурный шок. Мир вокруг меня отличался от всего, что я когда-либо видел в жизни. Как будто я попал на другую планету. Единственное, о чем я думал, это поспевать за своей попутчицей и, не дай бог, потеряться во всем этом хаосе. Она сказала: мы сейчас пойдем в отель. Это отель, он хороший, он есть в книге Lonely Planet. Это такой путеводитель для самостоятельных путешествий. Комната там стоит всего 70 или даже 50 рупий в сутки. Называется этот отель Навранг. Конечно же, друзья, я ожидал чего-то, хотя бы примерно напоминающее тот отель, в котором я жил в Ашхабаде, куда нас поселили, когда задержался наш вылет. И мой культурный шок стал еще более шокирующим, когда я увидел вот это. Вот это, друзья, называлось отель Навранг. Этот гестхаус, конечно, отелем назвать его нельзя, он существует и до сих пор. В том же самом месте, в подворотне на Мейн-базаре. Только там с тех пор уже, конечно, несколько раз сделали ремонт. И сейчас, к сожалению, к моему большому сожалению, Пахаргандж постепенно избавляется от таких ночлежек. Они ломают эти старые гостиницы, а на их место возводят новые, более дорогие, более цивильные. И когда-нибудь, через какое-то время, я думаю, Пахаргандж полностью потеряет свой хиповский дух. Вот эта комната в Навранге в Дели стоила, кажется, 50 рупий, насколько я помню. Это $1. Можно было переночевать в Дели за $1 в сутки. Конечно же, здесь были настоящие отели, но они были дороже, а мы очень сильно экономили. И вы ошибаетесь, если думаете, что вот в таких местах, как Навранг, жили только нищеброды из 90-х вроде нас. Нет, здесь мы встречали очень много американцев, европейцев, южных корейцев. Почему-то очень любили этот гестхаус южные корейцы и японцы. Даже были надписи, всякие объявления на корейском языке. А вот кого я никогда здесь не встречал в этом гестхаусе, так это постояльцев-индийцев. Индийцы в таких местах не живут. Честно признаюсь, с первого раза Дели мне не понравился. Наши отношения с этим городом – это определенно не любовь с первого взгляда. Но это с такой некой поверхностной житейской точки зрения. Но с точки зрения мистической, некоторые районы этого города напоминали мне определенные места из моих путешествий в осознанных сновидениях, которые у меня тогда случались часто, несколько раз в неделю в результате усиленных занятий йогой и медитацией. Я мог часами до изнеможения бродить по этим районам Дели. Там меня охватывало явное состояние дежавю, было все знакомо и казалось, что я здесь уже был много раз. Я даже думал о том, что когда-то я жил здесь в прошлых жизнях. Это интересное мистическое состояние меня охватывало в Индии только в первые 2 приезда сюда. Потом я к Индии привык, в какой-то мере она стала обыденностью, и такие озарения меня посещать перестали. Город Дели в то время также обманул мои ожидания в плане погоды. Я думал, сейчас я прилечу, будет жарко, я буду ходить в майке и шортах, но ночью и особенно под утро в Дели было реально холодно. Днем было хорошо, температура подымалась до где-то 20 градусов выше нуля, но ночью это было нечто, друзья. Я мерз сильнее, чем я мерз во Владивостоке в 20-градусный мороз. Зимой в конце декабря и в начале января в Дели на самом деле довольно холодно. Ночью температура может опускаться до плюс 4, плюс 5 градусов тепла. Все это усугубляется повышенной влажностью из-за туманов, которые спускаются с Гималаев. Дели – это север Индии. Вот представьте, пусть на улице где-то 9-10 градусов тепла ночью, а иногда и 5-6, а никаких отопительных систем в индийских домах и отелях нет. Люди просто вот так пережидают вот эти месяц-полтора холодной погоды. И вот на улице плюс 6, и, соответственно, в вашей комнате в гестхаусе, может быть плюс 12. Конечно, выдают очень теплые такие толстые одеяла.
А вообще в Дели и на север Индии, если вы едете зимой, то лучше брать с собой спальный мешок. Такой небольшой спальный мешок. Сейчас есть такие очень маленькие, меньше килограмма весом. Или постараться сразу уехать в это время на юг Индии. На юге все наоборот. Для Южной Индии это самое лучшее время, самый кайфовый сезон. Кстати, потом я узнал, что то же самое происходит в Японии, в такой продвинутой стране, как Япония. Я ночевал в гестхаузе в городе Нарита в Японии, город недалеко от Токио, и я там жутко замерз в этом гестхаузе. Для Азии это обычное дело. В Индии в более дорогих отелях вам за отдельную плату могут поставить в комнату электрический обогреватель. Индийцы очень трепетно относятся к электроэнергии, она в Индии дорогая, в 2, а в некоторых местах и в 3 раза дороже, чем в России. Бензин здесь тоже почти в 2 раза дороже, чем в России. Меня всегда удивляло, как при таких ценах на энергоносители и на электроэнергию все остальные цены в несколько раз ниже, чем у нас. Например, цена поездки в автобусе или в поезде на одно и то же расстояние, не говоря уже о стоимости еды и одежды. В Дели мы пробыли всего 2 дня. Моя попутчица намеревалась съездить в штат Раджастан, в местечко под названием Маунт-Абу, гора Абу. Штат Раджастан – это в большинстве своем равнина и еще и пустыня. Очень колоритный штат, родина индийских верблюдов. Посередине этого штата возвышается мистическая гора. На вершине этой горы есть озеро Наки, а вокруг этого озера раскинулся живописный курортный городок. И вот в это место хотела съездить Людмила, моя попутчица, а мне было совершенно все равно, куда ехать, потому что я пока еще в Индии ничего не знал. Было одно местечко, которое я очень хотел посетить, однако, но об этом я расскажу вам позже. Итак, мы купили билеты на поезд и поехали в Раджастан. От Дели до Маунт-Абу нам предстояло проехать каких-то 700 километров. Индийский поезд мне сразу же очень понравился, там все время носили еду, можно было поспать. В каждом вагоне было 4 туалета, можно было лежать на верхней полке и смотреть на интересных людей. А еще можно было часами смотреть в окно на Индию, пролетающую мимо. Я запомнил название поезда. В Индии у всех поездов есть уникальные имена. Этот поезд назывался Ашрам Экспресс. Слово ашрам или ашрам, как иногда говорят у нас, на санскрите означает дом, прибежище, убежище. Обычно этим словом называют монастыри или обучающие йогические центры, где можно изучать йогу, медитацию и духовные практики. И мне понравилось, что мой первый в жизни индийский поезд называется Ашрам Экспресс. Конечно, поезд не может приехать на высокую гору, на Маунт-Абу, поэтому станция, на которую мы выходили, называлась Абу-Роуд, дорога на Абу. Там мы пересели на автобус, который по серпантину забрался на вершину горы. И здесь, друзья, я увидел совсем другую Индию, а я уж было подумал, что вся Индия похожа на Пахаргандж. После огромного шумного мегаполиса Дели городок Маунт-Абу показался мне настоящим раем. Да он такой на самом деле и есть. Маленький райский курортный городок на вершине горы в центре Раджастана. Только мы приехали сюда немного не в сезон. Хоть это место и находилось на 700 километров южнее Дели, но на высоте более километра над уровнем моря здесь было, мягко говоря, прохладно. Обычно индийцы, раджастанцы, приезжают в это место в разгар индийского жаркого лета, чтобы спрятаться от зноя и провести отпуск. А мы приехали в разгар индийской зимы. Но мы люди северные, зима нам нипочем. Зато в зимнее время на Маунт-Абу очень мало индийских туристов, и поэтому сильно падают цены на жилье. За те же самые деньги, как и в Навранге, на Пахаргандже, зимой здесь на Маунт-Абу можно было снять комнату, которая на порядок лучше. Здесь на вершине горы было очень много кафешек, ресторанчиков, гостиниц, гестхаузов. Были горы, красивое озеро, много ашрамов, храмов, также была христианская церковь. Так сказать, на краю мира этого места была смотровая площадка, с которой можно было обозревать Раджастан с высоты птичьего полета. Вот эта дорога, которая ведет к смотровой площадке. Обычно эту и подобную ей смотровые площадки в Индии называют Sunset Point, то есть место, откуда хорошо наблюдать закат солнца.
Наверное, все-таки моя любовь к Индии началась именно на Маунт-Абу. Я целыми днями бродил по окрестным горам, пил чай в кафешках. Вот эта скала называется скала Кобра. А это индийское горное поселение на окраине городка. А это один из скверов Маунт-Абу, он посвящен известному индийскому святому и мудрецу Свами Вивекананде. Даже больше того, Маунт-Абу считается в Индии именно местом Свами Вивекананды. Кроме того, здесь очень много и других ашрамов других учителей. Например, здесь находится штаб-квартира организации Брахма Кумарис. Брахма Кумарис – это известная йоговская школа, Всемирный духовный университет, и его центр как раз находится здесь, в Маунт-Абу. А это моя комната здесь, в одном из местных гестхаусов, за те же самые 50 рупий, но, как видите, она гораздо больше и лучше, чем в ужасном Навранге. Но не стоит сейчас искать таких цен в Индии, уже давно такие цены стали легендой. Моя попутчица прожила в Маунт-Абу 1 неделю, ей было здесь холодно, и она через неделю уехала в Гоа. Но мое сердце было покорено этим местом, и я остался еще на 1 неделю, а потом вернулся в Дели на автобусе, о чем я вам расскажу в следующем видео, друзья.